Всем привет, друзья! Сегодня готовлю карамельный щербет с арахисом, изюмом и конфетами коровка. Щербет — это такая восточная сладость с натуральным составом продуктов. По вкусу домашнее приготовление щербета напоминает начинку от батончика Сникерс. Он вот такой вот свежий, резко отличается, конечно, от магазинного щербета, потому что, магазинные щербеты, они лежат долгое время, а это вот свежайший, ароматный, невероятно вкусный. На моем канале уже есть приготовление молочного щербета, рекомендую заглянуть. Рецепт очень удачный, щербет невероятно вкусный. И давайте будем готовить. В состав щербета сейчас немножко коротко расскажу. Входят орехи, арахис. Можно выбирать любые другие орехи, к примеру, фундук. Также вот конфетки коровка. По-немецки они называются Sahne Toffees. Можно брать немецкие конфеты Durchbeißer, но они такие более твердые. Мне вот больше по вкусу вот эти вот конфетки. Также нам понадобятся сливки в количестве 200 мл, сгущенка варенка, 250 грамм изюма. Изюм залила ромом в количестве 80 грамм. Ром замеряла в граммах. Изюм заливала за 6 часов до приготовления щербета, так, чтобы он в алкоголе разбух. Также нам понадобится хорошее сливочное масло 82% жирности. И детское питание по-немецки называется Milchbrei-Keks. Сухое молоко в этом рецепте не подходит. Что еще хочу сказать? Орехи арахис уже обжаренные и подсоленные. Орешки должны быть соленые. Итак, сейчас нам нужно будет сварить помадку. Для помадки мне понадобится 200 мл сливок. Если вы, к примеру, купили не соленые орехи арахис, тогда в сливки нужно будет добавить чайную ложку без верха соли. Добавляем 250 грамм сливочного масла и 400 грамм вареной сгущенки. И все это нужно будет нам поставить на плиту. Все продукты должны хорошенько соединиться, масло распуститься, довести массу до кипения. Друзья, вот такой вот однородной должна получиться карамельная помадка. Теперь высыпаю сюда конфеты коровка. Здесь ровно 1 килограмм. Вот, друзья, посмотрите, конфетки полностью растворились. Масса стала такой однородной, она кипит, бурлит. Готовится это все на умеренной температуре. Теперь добавляю сюда изюм. 250 грамм изюма, замоченного в роме. 80 грамм рома. Ром замеряла в граммах. Высыпаю сюда. Все хорошо перемешиваю. И провариваю смесь где-то около 2 минут на умеренной температуре. Во время варки алкоголь полностью испаряется. Остается вот только аромат.
Добавляю сюда орехи. 750 грамм арахиса. Арахис соленый. Вот сейчас все орешки нужно будет хорошенько утопить. Все, орешки утонули. И вот теперь постепенно буду добавлять 500 грамм детского питания. Milk Bride Cakes. Постепенно. Отключаю плиту. При приготовлении щербета рекомендую выбирать толстостенную посуду. Так щербет долго не остывает и не подгорает к стенкам посуды. Готовится он на умеренной температуре при постоянном помешивании. Все нюансы важные я вам рассказала. С этим рецептом справится даже начинающий кондитер. Все очень просто. И невероятно вкусно. Этот щербет хранится очень долго. Его можно разделить на маленькие такие брусочки и заложить в морозилку и при необходимости доставать. Друзья, вот посмотрите, какая смесь у нас получилась. Такая каша-малаша густая. И вот теперь щербет буду закладывать в форму. Форму застелила пищевой пленкой. Вот так равномерно по всей форме распределяю. И теперь щербету нужно будет дать хорошенько остыть до комнатной температуры, а потом отправляю в холодильник приблизительно на 5-6 часов. И после твердого затвердевания я вам покажу, как он выглядит, что у нас получилось. Друзья, перчатки можно смазать небольшим количеством подсолнечного масла и вот так вот еще утрамбовать щербетик. Он еще очень горячий. Вот так пошлепали, похлопали. И все, забываем на несколько часов. На полдня даем ему стабилизироваться. Друзья, щербет простоял всю ночь на холоде. И вот посмотрите, какой он получился. Хорошо держит форму, не ломается. Ну и давайте теперь посмотрим, какой он у нас получился.
Режется легко. Вот, посмотрите. Очень симпатично смотрится в разрезе. Такой ароматный щербет, невероятно вкусный. Непременно попробуйте, приготовите вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.